Друзья, вчера я провел вебинар «Рисунок головы человека». На вебинаре мы рисовали голову в профиль, и я презентовал курс рисунка головы человека, который я разработал. Он включает в себя 8 уроков. И вчера был бесплатный урок, первый урок. Вы можете посмотреть этот вебинар и порисовать со мной до 28 августа включительно. До этого же дня будет доступна скидка, серьезная скидка на этот курс. Посмотрите вебинар, вы узнаете подробно, из чего состоит этот курс и какие пакеты в нем предусмотрены. Почему этот курс важен? Себя не обманешь. Неумение рисовать, неумение справляться с пропорциями, со сложной формой рано или поздно вылезают. Как бы мы ни старались это заштукатурить красивой живописью, выверенной композицией, если рисунок слабый, это будет видно. И работа при всей живописности просто сведет на ноль все достоинства живописи. И даже если вы не собираетесь рисовать портреты, я рекомендую все-таки рассмотреть возможность приобретения этого курса, потому что рисуя сложную форму, головы человека, это же сложное сочетание сложных объемов, которые нужно соединить вместе. Мы изучаем, кстати, нос, как рисовать в разных ракурсах, глаз, ухо, и потом все это собираем в голову. Так вот, научившись рисовать сложную форму в пространстве, уж простые формы-то нам будут доступны всегда. Мы сможем нарисовать любой объект, любой сложности. Этот курс для тех, кто серьезно относится к своему месту в живописи, а живопись без рисунка – 0. 8 уроков рисунка, то есть детали и, конечно, голова в разных ракурсах, разных поворотах. Интересно, а сколько сеансов по времени занял портрет бабушки. «Купите ландыши» называется работа. Я люблю писать с натуры, вы знаете, не всегда есть такая возможность. И эту бабулю я сфоткал, несколько сделал фотографий во Франции. Мы шли с группой, был мастер-класс в Париже. Я попросил ее подержать букетик в вытянутой руке, несколько раз сфотографировал. Совершенно волшебная, просто, я не знаю, малявинская, архиповская женщина. И в мастерской я менял задние планы, довольно долго ее писал, тут не несколько сеансов, а просто долго. Работал над этим образом, и хочу сказать, что для того, чтобы писать, используя фото, нужен, безусловно, опыт, нужно много часов проработать над портретами, чтобы не только не возникло трудностей с изображением, а чтобы сочинить еще цветовые решения, цветовую гамму, какой-то особенный посыл, особенную музыку этого образа, в этой работе. Мы пишем, естественно, изнутри, мы не списываем все в лоб, но для того, чтобы написать произведение, конечно, нужен опыт. Поэтому-то я и призываю вас его накапливать. И я готов вам в этом помогать. Лена Ушакова. Слава, что за работа в конце этого видео. Свежее, волшебное настроение в ней. Хотелось бы посмотреть немного, как она писалась, есть ли такая возможность. Работа написана в 2015 году. Я пригласил модель в свой садик, и Бато позвал, мы вместе с ним писали. У него получился такой вертикальный формат и очень интересный образ. У меня горизонтальный, метровый размер примерно. И в конце ролика я покажу фрагменты этой живописи. Это того дня. Что получилось у меня и что получилось у Бато. VLD Records. 3 месяца назад я закончил первый курс по специальности живопись. Во время учебы не было конкретного интереса делать того, чего еще не делал. Это происходило по студенческой программе, и буквально вчера решил написать автопортрет. Хотя я никогда, кроме набросков, портреты не писал. Скажите, Вячеслав, как вы относитесь к такой самодеятельности? Это не самодеятельность. Была хорошая самодеятельность у Рембрандта, например, была. У него автопортретов целая куча, в том числе и графические афорты.
Или как человек, преподающий, считает, что все нужно делать своевременно. А что значит своевременно? Автопортрет 20 на 20. Ну, если вы чувствуете, и если нет другой натуры, почему бы не писать натуру, которая всегда отражается в зеркале, которая всегда рядом, ну, с собой вы носите ее. Поставили зеркало и рисуйте все время. Как только появилась возможность, хоть в машине едете, направьте зеркало на себя и рисуйте. Ну, если вы пассажиром. Единственный минус в автопортретах – то, что приходится, ну, как бы сложно, например, в профиль нарисовать или в какой-нибудь сложный ракурс. А в живописи важен ракурс. Поэтому интересно на подиум посадить модель, а самому сесть снизу, чтобы были разные ракурсы. То высокий горизонт, то низкий. Ну, если вы систему зеркал будете использовать, 2 зеркала как минимум, тогда это можно сделать. Нелли, 75, я фоткаю каждый затык, и потом вижу, есть ли процесс понимания правды. Спасибо, Слава. Спасибо вам, Неля. Ну, конечно, фотографировать свои работы на разных стадиях очень полезно, потому что через какое-то время, когда у нас же нет кнопки Delete, чтобы вернуться на час раньше, да? Мы записываем все. И поэтому невозможно фарш назад провернуть. Поэтому вот эти вот фотографии позволяют потом увидеть, где можно было уже остановиться, может быть. Где я пошел, налево пойдешь, направо пойдешь. В общем, где я пошел и потерял что-то, а не приобрел. Так что я за то, чтобы делать стадии работ, ну, фотографии стадии работ, с тем, чтобы это может помочь в развитии. Мы очень часто пропускаем ту стадию работы, когда она завершена и когда она хороша собой, при всех вот закладках, подмалевках, где-то вот это вот соединить закладку, какую-то вот эскизность в начальную и завершающую деталировку вместе очень сложно, попытаясь не нарушить эту естественность. Ну, очень сложно. Поэтому фотографии могут помочь с тем, чтобы потом уже будет легче вот эту стадию не проскочить. Муся, 5611. Не хватает чулок в сеточку. При всем моем уважении к художнику, этот период в его жизни пройдет. Ну, конечно, Муся, все проходит. И этот период пройдет, и другой, и третий. Но если посмотреть, например, на дедушку Ренуара, который за 90, по-моему, он девушек красивых писал, в чулочек в сеточку, нравились ему женские образы, красота женщины. Вот лучше ничего нет в природе, не создано. Это мое мнение. Поэтому меня влекут чулочки в сеточку. Но кто видит чулочки, а кто красоту, божественную красоту женских образов, женщины, как венца творения Всевышнего. Ну, по-разному мы видим, наверное, ну, это нормально. Не забывайте, друзья, отметиться в журнале, поставить закорючку, лайк, сердечко. Отвечайте на комментарии соседей, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать последующие видео.
Тряпочка есть? Не-не-не, бери, иди. Не на слово. Сейчас дам. Осторожно. Да, Хочу предложить вам посмотреть еще одно кино. Там тоже поставьте, пожалуйста, сердечко, если оно вам понравится. Называется «Восстановиться в живописи». Ну, счастливо.